Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку. Приятного просмотра. Холодный осенний день медленно клонился к вечеру. Михаил, мужчина лет 60, решил прогуляться по лесу неподалеку от своего дома. Такие прогулки всегда приносили ему умиротворение. Шелест листвы, крики птиц и спокойствие природы словно снимали с души груз ежедневных забот. Но в этот раз что-то было не так. У самого края тропы Михаил услышал странный шорох. Остановившись, он прислушался и заметил движение в высокой траве. Подойдя ближе, он увидел огромного орла. Птица была великолепна, но выглядела очень уставшей. Ее могучие крылья бессильно опустились на землю, а одно из них, очевидно, было повреждено. Михаил опустился на колени и посмотрел в глаза орлу. Глаза птицы, несмотря на ее боль, излучали нечто необъяснимое – силу, гордость и мольбу о помощи. Михаил не раздумывал долго. Он осторожно укрыл птицу своей курткой, чтобы не напугать, и понес ее домой. Путь был нелегким. Орел был тяжел, а его клюв и когти внушали уважение. Но Михаил понимал, что бросить птицу в беде он не сможет. Дома он устроил импровизированный вольер в старом сарае. Он тщательно обработал раны орла, используя свои знания о траволечении, которые он когда-то перенял от своего деда. Каждый день он приходил к орлу, кормил его, разговаривал с ним, а иногда даже читал ему вслух из своих любимых книг. Михаил чувствовал, что между ним и птицей устанавливается странная связь. Прошло несколько месяцев. Орел стал крепнуть, его раны затянулись, и в его глазах вновь засияло то самое величие, которое Михаил заметил в первый день. Он понимал, что момент расставания близок. Однажды утром Михаил открыл двери сарая и сделал несколько шагов назад. Орел какое-то время смотрел на него, словно благодарил. Затем он широко расправил свои крылья и взлетел в небо. Михаил долго смотрел, как его новый друг исчезает за горизонтом. Он чувствовал гордость и легкую грусть, но знал, что поступил правильно. Годы шли. Михаил почти забыл об этом событии. Однажды, в теплый летний день, он сидел на крыльце своего дома, погруженный в воспоминания. Вдруг над его головой раздался мощный крик. Он поднял глаза и увидел огромного орла, спускающегося с неба прямо к его дому. Это был тот самый орел. Михаил сразу его узнал. Птица приземлилась перед ним, держа в когтях блестящий предмет. Михаил осторожно взял его в руки и ахнул. Это была старая медаль его деда, семейная реликвия, которую семья считала давно утерянной. Михаил не мог поверить своим глазам. Откуда орел мог знать о значении этой вещи? И почему решил вернуть ее? Слезы текли по его лицу. Он поднял взгляд на орла и тихо сказал: «Спасибо, друг». Орел взмахнул крыльями и улетел, оставляя Михаила с его мыслями и бесконечной благодарностью. Эта встреча изменила его навсегда. Он понял, что природа не только принимает нашу помощь, но и отвечает взаимностью. Иногда самым неожиданным образом. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.